Хотите увидеть все с самого начала и понять, что лук реально убивает? Или просто щиплет глаза? Тогда погнали. Всем привет, с вами Виктор, и вы на канале Под микроскопом. Сегодня у нас на повестке дня репчатый лук. Но не как приправа к селедке, а как луковая дуэль против микроскопических червей. Кто кого. Сразу, как обычно, предупреждаю. Я не доктор и не даю советов по борьбе с вредителями в огороде. Это просто любопытный эксперимент под микроскопом, но результат вас удивит. Вы только гляньте на эту толпу. Их тут сотни, разных размеров, некоторые с яйцами внутри. Они переплетаются, как змеи в клубок. Красота, правда? Ну, для меня точно красота. А теперь внимание. Капаем свежий сок лука. Прямо в эту огромную толпу живых нематод. Что происходит в первые секунды? На первый взгляд ничего. Они как ползали, так и ползают. Но присмотритесь. Они начинают сбиваться в кучки. Кто-то замирает на секунду, потом снова дергается. Похоже, что луковый сок им не нравится, но пока не убивает. Вы когда-нибудь плакали над луком? Представьте, что вы – это нематода, и вы внутри этого сока. Вот то-то. Проходит 5 минут, и вот что мы видим. Они уже не носятся, как угорелые. Движения стали ленивыми, вялыми. Я даже могу спокойно их разглядывать, не надо глаза напрягать. Знаете, на кого они похожи? На меня в понедельник утром без кофе. Лук работает как природный будильник, только наоборот, выключает. Еще 5 минут, итого 10. Теперь они двигаются едва-едва, как будто у них батарейки сели. Некоторые вообще остановились. Сок лука действует медленно, но уверенно, как налоговая, не сразу, но неотвратимо. И важное наблюдение. Есть зоны в капле, где нематоды уже полностью мертвы. А есть такие, кто еще шевелит хвостиком. Но общая картина ясна. Лук их вырубает. Но смотрите сюда. Вот эти несколько червяков, они как ни в чем не бывало ползают. Почему? Скорее всего, это стеблевые нематоды. У них, видимо, иммунитет к луку, и они живут в луковицах в природе. Привыкли. Вот вам и эволюция в одной капле. Одни умирают, другие смеются. А вы знали, что среди нематод есть свои лукоустойчивые? Я нет, пока не увидел. Прошло 20 минут. Почти вся вода испарилась. Осталась одна луковая вытяжка. Давайте проверим, а может они просто уснули. Добавляем чистую воду. И смотрите. Через минуту кончики тел начинают подергиваться. Еще через 2 минуты некоторые оживают и пытаются ползти. Но не все. Кто-то так и остался лежать, а значит умер по-настоящему. А те, кто ожил, через 10 минут снова начинают тормозить. Вода разбавила луковый сок, но не убрала его полностью. Лук победил. Почти всех. Кроме тех самых стеблевых нематод. Но и они, кстати, через минут 20 тоже сдались. А вот яйца внутри нематод погибли полностью. Им понадобился час. Ни одно яйцо не выжило. Представляете, луковый сок стерилизует кладку. Теперь самое интересное. Помните наше прошлое видео про чеснок? Там нематоды умирали быстрее. Минут за 3-4, максимум 10 минут. А лук действует медленнее, почти 20 минут. Почему? Гипотеза простым языком. В чесноке аллицин. Это как мощный природный антисептик. Действует быстро, жестко, но без взрывов. А в луке другие соединения. Они работают мягче, но тоже надежно. Как боксер-тяжеловес против боксера-технаря. Оба нокаутируют, но по-разному. А что если смешать лук с чесноком? Будет супер коктейль? Напишите в комментариях, проверю в одном из следующих видео. Кстати, под прошлым видео про чеснок вы меня завалили вопросами. А что будет, если капнуть спирт? Проверить перекись водородом? А мыло? А йод? Друзья, я все вижу. Скоро сделаю серию «Кухонная аптечка против нематод». А в комментариях к этому видео напишите, что проверить. Я обязательно все варианты сделаю. Только не предлагайте борщ, я его сам съем. До микроскопа он не дойдет. Итак, подведем черту под нашим луковым экспериментом. Лук убивает нематод, но медленнее, чем чеснок.
Некоторые виды стеблевых держатся дольше, но тоже погибают. Яйца под луком не выживают. Это важный момент для тех, кто борется с вредителями на участке. Если вам было интересно смотреть, как ползают и умирают микрочервяки, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Там я проверю обязательно что-то из ваших комментариев. Спасибо, что досмотрели до конца. Я пошел чистить лук, теперь уже на ужин. С вами был Виктор, канал Под микроскопом. Пока-пока.